Привет, друзья! Давно не виделись. И, кажется, весь YouTube заполнен различными рейтингами типа 5,3 лучших гонщика по версии авторитетного журнала «Дом и зимняя рыбалка». Мы очень сильно старались не делать подобных видео, но не сдержались. Итак, 11 самых тупых эпик-фейлов, которые могли случиться в Формуле 1. Рикьярдо плохо учился в автошколе, и его не научили смотреть в зеркала, подавая задним ходом, в результате чего он выбивает Квиата. Невероятно, но такой инцидент случился совсем недавно, в 2019 году на Гран-при Азербайджана. После вылета в зону безопасности Рикьярдо сдает назад и таранит Квиата, которого не увидел в зеркала. Как итог, двойной сход. И да, в историю Формулы-1 можно въехать и таким способом. Но мы верим в талант Дэна, а его фирменная улыбка точно перевешивает любые ошибки. Ну а здесь есть любители промежуточной резины. Тут и Дженсен Баттон, который шел на 4-м месте, и Спайкер, и лидер чемпионата Льюис Хэмилтон, тогда еще на Макларене. А вот и Супер Агури и Тони Люци на Торо Россо. В 2007 году на трассе Нюрбуринг 6 машин простояли на первом повороте, а все из-за того, что промежуточные шины плохо отводят воду. Ну или надо было переобуваться на зимнюю резину. Гран-при Португалии, 1993 год. Как давно это было? Бергер заезжает на пит-стоп, и на выезде электроника ловит глюк. Резко меняет конфигурацию подвески, и Феррари улетает в стену на противоположной стороне трассы. Как выяснилось, команда неправильно запрограммировала режимы активной подвески, забыв прописать правила для посещения питлейна. Верим и надеемся, что эти программеры сейчас не работают где-нибудь в Boeing или Airbus. Гран-при Сингапура, 2008 год. Фелипе Масса борется за титул. Важный пит-стоп. Слишком рано дан сигнал к старту, и в итоге грустный заезд по питлейну с хоботом заправки. В итоге до титула Фелипе Массе не хватило 1 очка. Многие считают, что именно тут он проиграл свой титул. Случается такое, что техника подводит сразу всех пилотов, как это случилось в далеком 1999 году. Светофоры не погасли вовремя. Френсен дернулся на старте, за ним Хаккинен, а светофоры все еще горят. Есть четко прописанный период, когда они должны погаснуть, но этого не произошло. Ну что ж, это показывает, что ты должен быть готов буквально ко всему, даже к самому неожиданному в Формуле 1. Я, если честно, понятия не имею о том, что там произошло. А если вы знаете, можете написать в комментариях. Монца, 1998 год. На входе в поворот Лесмо Херберт вылетает на гравий из-за отказа тормозов. Невероятно, но причина в том, что механик забыл гаечный ключ, который гулял по кокпиту, и в итоге застрял под педалью тормоза. Итог. Джонни не оценил такого подхода механиков и свалил из команды через пару гонок. Хорошо, что еще не убился. А кто это тут бегает, как угорелый? А это Хуан Пабло Монтойя. Выскочил из своего незаводящегося Уильямса перед началом разминочного круга на Гран-при США 2004 года и побежал к боксу, чтобы занять место за рулем запасной машины. Однако ему сказали бежать обратно, к его изначальной машине, а потом снова в бокс. В конце концов колумбиец стартовал в гонке, но был дисквалифицирован за слишком позднюю смену машины. Быстрее надо было бегать. Ну а здесь Найджел Мэнсел празднует победу, которая перестает быть победой. Канада, 1991 год. Найдж перед последним поворотом поднимает руки с руля, чтобы поприветствовать болельщиков. И падают обороты двигателя, и он глохнет. В итоге 6-е место вместо 1-го.
Конечно, этот фейл запомнился, но кто мы такие, чтобы критиковать или насмехаться над великим Мэнселом, который гонялся еще на тех машинах, побеждал великих? Когда это было действительно опасным делом. Найдж, мы поместили это видео в обзор со всем уважением к твоим усам. Ну и, конечно же, мы не смогли обойтись без великого и ужасного Льюиса Хэмилтона. Нет, он в этот раз не учил никого вставать на колени. На Гран-при Канады 2008 года Льюис меняет резину и так быстро стремится вернуться в гонку, что не замечает, что на выезде с питлейна горит красный свет. И там дружно стоят законопослушные Райконен и Кубица. Хэм, конечно, въезжает в зад Кими. А секундой спустя еще и Росберг заполировал общий завал. Тоже отвлекся на кнопки. I apologise to Kimi if I've ruined his race, but this sort of thing happens. If you're going on a pit lane speed limit and just don't watch front of you, so I mean that's a bit stupid. Гран-при Канады 2007 года. Энтони Дэвидсон сбивает, кого бы могли подумать, бобра. И заезжает в боксы. Но механики Супер Агури настолько увлечены просмотром гонки на мониторах, что просто не замечают, что их пилот уже в боксах и ждет их. Жаль, что у Энтони не установлен клаксон на болиде. И он откатился на последнее место в гонке после такого пит-стопа. Но еще жальче бобра, который не смог перебежать трассу. С этих пор бобры на трассе запрещены. Ну и апогей нашего рейтинга, апофеоз тупизма, вишенка на торте идиотизма. Смотрим. Ральф Шумахер шел вторым на Гран-при Бельгии в 2001 году, до того, пока гонку не остановили после 5-го круга из-за крупной аварии с участием Лучано Бурти. На рестарте прогревочного круга внезапно оказалось, что механики Вильямса забыли убрать домкраты. Ральф дал газу, но колеса крутились в воздухе. Редакция Гаражма приносит извинения всем поклонникам Ральфа, если такие еще остались, за шок-контент. Мы с вами, друзья. Мы даже почти не смеялись. Ральф, вперед! Жми на газ! I've never seen this before. Stranded on his own jacks. Ну и на сегодня у нас все, ребята. Берегите себя, своих близких, ставьте палец вверх и подписывайтесь на наш канал. Будет интересно. Пока.